И снова всем привет, с вами Литорн, и мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами выполнили почти все задания, заказы, которые мы взяли в прошлый раз нахождение в Никитаке. Вот, у нас остался только один Вин, по-моему, его зовут. Вот, сейчас мы будем пытаться его найти. Вот, ну, пока мы вышли тут на одном берегу, где есть некие забытые катакомбы. Вот, поэтому поисследуем тут, посмотрим. Чрево Тангалоа. Тяжелый, удушливый запах разложения извещает вас о приближении к болоту задолго до того, как вы его видите. Поросшее древними, опутанными лианами деревьями, оно тянется до горизонта. Участки твердой почвы встречаются редко и разбросаны далеко друг от друга. Впереди, по всей видимости, лежат мили труда проходимых топий. Пытаться пересечь болото. Благодаря выдержке и осторожности вы вскоре выбираетесь из смрадных топей на сухую землю. Вы натыкаетесь на особо заболоченный участок, обросший по краям непроходимыми зарослями. Не видно ни единого кусочка твердой почвы. Поскольку иного выхода нет, вы бредете прямо через трясину. 5 часов. Вы вздрагиваете, услышав внезапные стоны. Стонущих существ пока не видно, но стоны доносятся словно со всех сторон разом. За деревьями обнаруживается узкая оленья тропа. Этот путь позволит вам выбраться из болота, но неизвестно, куда он приведет. Пойдем по тропе. Быстро все обдумав и положившись на свое чутье, Эдер благополучно выводит вас на тропу. Вы останавливаетесь перевести дыхание, но отдых длится недолго. Стенание звучит совсем близко. Вы окружены. Все-таки в который раз уже похвалю вот эти вот вставки описательные. Это просто великолепнейшее изобретение. Это то, чего многим RPG играм как раз не хватает. То есть такой интерактив, но в то же время довольно просто сделанный. Так. Скелеты. Ну, короче, они такие слабенькие, эти скелеты. Я думаю, что нам нужно будет отключить, наверное, эту функцию камеры, потому что с обычными врагами, когда дерешься, очень слабо получается. Точнее, очень часто получаются вот такие вот сильные удары. Смотрите, их тут как бы немало. Золото не очень все хорошо со здоровьем, поэтому я думаю, что нам нужно подлечиться все вместе. Скелет волшебника, он чуть-чуть посильнее, чем все остальные.
Есть еще Гнилус Пращник. Сегодня, кстати, ребят, набрел на моды на Пилара. Вот, довольно интересные есть штуки. Ну, вообще, честно говоря, не знал раньше, что есть на нее моды. Кто не обращал внимания. Оказывается, есть и довольно интересные. Например, есть мод, который увеличивает до 6 или 8 человек в группе партию. Сыромятный доспех хорошего качества. Камень оберег, знак трофеи. Камни обереги. Камни обереги защищают от опасной силы знака. Знаки бывают разными, однако все они начинают пульсировать магией при приближении. Камни обереги подавляют магическую силу соответствующих знаков, действуя на хозяина и всех находящихся поблизости союзников. Интересно. Я не помню еще такого. Нам, кстати, нужно будет хорошенько продаться. Гримуар скелета волшебника. Все получается. Интересно, что из себя тогда представляют забытые катакомбы здесь. Еще есть разрушенная башня. Этот обломок разрушенной крепости стоит как памятник руинам и маяк для грабителей. Давайте обыщем. Забытые катакомбы. Мы сразу в них заходим. Внизу простирается зеленая узкая долина. Вдали вы замечаете какое-то огромное каменное строение. Перед ним широко раскинулось поле, усеянное древними надгробиями и покосившимися склепами. Подойдя ближе, вы понимаете, что вся каменная структура является собой лишь вход в гробницу. Отворив дверь, склизкую от грязи, точно покрытая холодным потом кожа, вы спускаетесь во тьму. Здесь есть, наверное, еще какие-то небольшие подземелья, или все-таки это какое-то сюжетное подземелье. Интересно. Так. Фамир. Драгун. О, Огр и Винант. Ребята, тут серьезно все.
пока вроде бы неплохо. По миру он очень неприятно телепортируется. А, еще один идет драгун. Травмы сильная жил. Кровь громила, ингредиент. Могучая кровь чудовищного зверя, она темнее и гуще, чем кровь разумных рас. Если открыть сосуд с ней, то чувствуется мускусный запах. Под носители мяса разделенного. Так, еще один. Нам, возможно, здесь придется отдыхать. Драбан. Так, еще один драгун. Давайте подождем, пока он сюда придет. Если он придет, если нет, то нет. Что не хочется сейчас встречаться. Эту землю недавно копали. Так вот. Знак атрофии, собственно. Так, ну что, еще один бой. Страж смерти, фанатик. Так, колод. Давай-ка мы тебя... Нет, мы тебя уже не выведем.
О, у нас тут, кстати, ребята, как-то все не очень хорошо, мягко говоря. Так, у нас все совсем нехорошо. Нам нужно Зоти поднять. Отлично, с этим и справились. Кстати, знак трофей нам сейчас, видимо, понадобится. Булава отличного качества, топор, боевой лук, безумная бригантина, тяжелый доспех. Не уйти тихо, плюс 5 скорости действия в ближнем бою, повышается с количеством втянутых в бой целей. Противнику персонажа +1. Вот это интересно. Так, а давайте сейчас посмотрим. На главного она может пойти, либо же на Эдера. Давайте пока на главного. Вот так вот. Это очень интересный доспех. Еще я бы, наверное, все-таки отдохнул на всякий случай. Не знаю, имеет ли это смысл. Так, знак. Так, знак. Камень трофей, быстрый доступ. Фигурка побитой собаки, эффекты могильная гончая. Так, давайте, короче, вот так. Так. Знак трофея нам сейчас пригодится. Поехали. Здесь точно есть еще враги. Ну, кто-то его пробивает. Понятно, он отражает все. Я не нажимал, тут видите, нужно нажимать, получается. Все уничтожили. Кстати, мы еще из невидимости не вышли, заметьте.
Или вышли. Понятно. Так, галеты, серебряный душ. Зелье препятствий и медный фаер. И все? То есть вот это вот все подземелье, а в чем была его идея? Интересно. Тут еще вот информация про то, что недавно копали землю. Может быть, где-то что-то нужно нажать? Странно. Неужели мы сюда за 200 серебра шли? Похоже, что да. Ну, понятно, что здесь есть какой-то трон, все такое. Ну, увидим. Возможно, это все-таки какая-то сюжетная локация, в которую мы еще потом позже придем. И, кстати, я так понял, что этот камень, он одноразовый. Название острова. Ну, пускай будет Коакора. Вот, мы с вами... Ага, и то есть почему-то остров мы смогли назвать только после того, как мы все сделали здесь. Может быть, в этом и идея этого места. Не знаю. Так, это не вин часом? Нет, это уранги некий. Ладно, поехали искать вина все-таки. Так, давайте еще раз почитаем. Пиратов Визрака Вина, командующего Дао Безрассудный. Видели на востоке от Никитаки, а также за грядой островов. Так, за грядой островов. И еще восток это в другом месте. Да, слева получается. Нет, все правильно здесь. То есть он где-то здесь должен плавать. Но пока его не видно.
Барунга какой-то. Расселена у Энуры. Видите, здесь прям брошенная деревня. Одинокий берег. Здесь какая-то такая высокоуровневая локация, судя по всему. Давайте сюда поплывем. Кто стучится в вашу каюту? Корабль поднимает якорь, и через некоторое время в дверь вашей каюты стучится Читупек, вытирая тряпкой пот со лба. Прошу прощения, капитан. Мы уже долго ходим по морям, но тебе было как-то не до разговоров. Моряк оглядывается через плечо, а потом смотрит на вас. Если хочешь, чтобы эти ребята верно исполняли твои приказы, имеет смысл им представиться. Пусть знают, что ты за птица. Хочешь сказать, что мне есть о чем беспокоиться? Да нет, капитан, просто традиция такая. Подружиться с командой никогда не помешает. Собрать команду и обратиться к ней. Читупек собирает команду на палубе, матросы рассаживаются на мачтах, ящиках прислоняются к леерам. Когда вы выходите на палубу, все взоры обращаются к вам. Непокорный приветствует вас, дамы и господа. Я Литорн, ваш капитан. «Ура, капитану!» — кричит, ухмыляясь во все зубы Икуик, и несколько других матросов согласно кивают. Феодул улыбается вам, сложив руки на груди, а Ора Безумная негромко хлопает в ладоши. «Я собираюсь играть по правилам. Мы не пираты и не налетчики». Так. «Есть, капитан!» — радостно, с улыбкой выкрикиваешь Икуик. Читупек хлопает в ладоши, остальная команда присоединяется, улыбаясь и кивая. Серафим со злостью топает по земле. «Извините», Освальд выходит вперед. «Извините, что спрашиваю, капитан, но что именно наш корабль делает в архипелаге Мертвого Огня?» Это оставляет за собой след разрушений. Так, след из разрушений и отчаяния. Нам предстоит исправить ситуацию. Я ни за что не пойду против воли своего бога, но если это его решение причиняет так много боли, разве не хорошо будет уменьшить ее количество? Характер. Вначале формировать собственную репутацию. Репутация отражает то, как остальные воспринимают вашу личность. Даже неприятные на первый взгляд черты характера могут заинтересовать определенных лиц, а добродушный нрав нередко позволяет выявить дурные черты в собеседнике. В Pillars of Eternity Deadfire нет такой черты характера, которая была бы изначально хорошей или плохой. Тем не менее, ваш хранитель, жрец или паладин, и ему нужно стараться, чтобы его характер совпадал с тем, который он предпочитает, соответственно его божество и орден. В случае хранителя, и только в этом случае, характер влияет на эффекты святого сияния у священника и веры и убеждения у паладина. Ора Безумная шепчет под нос молитву, но все равно кивает. Читупек делает шаг вперед. «Вославим же добрый труд и звонкую монету в награду!» Икуик радостно поддерживает, остальные матросы согласно кивают и улыбаются. Команда расходится по местам, возвращается к работе. И корабль, ваш корабль, летит вперед, разрезая ослепительно-бирюзовые воды архипелага. Так, это кто там сзади? И Корно. Не помню, Корно, по-моему, по какому-то заданию, но 2 уровня выше. Это не то, куда мы собрались, ребят. Как-то все не кончается и не кончается. Это гряда островов.
Голодные мили. Посмотрим, что это. Давайте посмотрим. Освальд находит вас на основной палубе. Навигатор демонстрирует вам компас, который держит в 2 пальцах, точно гнилой плод. Капитан, что-то не так. Игла дергается, как лапка скоробея, но на картах ничего особенного не отмечено. Тень Вайля пала на нас и взирает с глубин, и Куик смотрит на море. Освальд недоуменно моргает, и Куик говорит что-то странное. «Рифы, капитан», — Беодул указывает куда-то вперед. «Говорят, некоторые пытались пройти через них, чтобы сберечь время. Мы тоже можем попытаться или обойти кругом». «С нашими-то вконец рехнувшимися приборами», — Освальд вздыхает, — «лучше обойдем это место стороной, что бы это ни было такое, сколько бы времени тут не заняло». «Сокрытый», — тихо бормочет старый Энгрим, склоняя голову, — «любит хитро прятать свои откровения. Возможно, Бог Тайн не просто так оставил свой след в этом месте». «Беодул, проведи нас через эту аномалию». «Храни нас, Сондра», — бормочет Освальд, подвешивая бесполезный компас на штырь. Корабль идет между рифов, и вы вдруг отчетливо видите поднимающееся со дна сияние. Вначале оно едва достигает поверхности, но постепенно становится ярче. Его источник приближается. Перед вами всплывает нечто, напоминающее горный пик. Это богатое месторождение сияющей адры. Вскоре вас обступают косяки рыб, словно сотни когтей тянутся к вашему кораблю. Экипаж напряженно затихает. «Глаза безглазого лица», — шепчет Икуик, перегнувшись за борт. Прямо по поверхности воды, повсюду вокруг вашего корабля вы видите наблюдающие за вами глаза. Но когда они подрагивают, становится очевидно, что это просто многотысячный косяк рыбы, чьи голубовато-серебристые бока украшены черными пятнышками, похожими на зрачки. «Это благословение», — произносит старый Энгрим, но остальные явно не столь уверены. Так держать, без резких движений. Косяки рыб сливаются и окружают вас, пока Беодул прикладывает все мыслимые усилия, чтобы провести корабль между ними. Вы слышите матросскую брань, когда корабль налетает на острый выступ Адры. От толчка старый Энгрим летит за борт и падает в воду. В бедняге тут же устремляется косяк из 1000 рыбин. Он кричит и исчезает в расплывающемся в воде багряном облаке. Наконец Адра остается далеко позади, да и на косяк, похожих на глаза рыб, перестает преследовать вас. Освальд сверяется с компасом, который теперь стабильно указывает на север, и облегченно вздыхает. Блин, а что, все? Наконец Адра остается позади так. То есть Беодула больше нет? Беодула, судя по всему, больше нет, ребята. Не хочется так. Так, ладно. Пока понятно. Запомним, что здесь есть такое интересное место. Атара уходит, там мы должны зачем-то, я помню, наведаться. Обломки корабля. На берегу лежит огромный старый галеон. Он так сильно завалился на бок, что его палуба стоит почти вертикально. Грот мачта сломана пополам, будто лапа разъяренного животного. Эмблема королевской компании архипелага. Бурунга. И кто там еще? Че он там за нами едет, не могу понять.
Стоянка Матикао. Это возможно потом мы сюда заглянем. Ага, то есть вот так вот можно было пройти, видите? Кстати, у нас раненой команды больше нет, поэтому предлагаю Биодула. Так, это палубные матросы. Это рулевой. Дурак бестолковый, неопытный рулевой. Эксперт рулевой. Опытный канонир. Палубный матрос. Ну, вроде вот так и нормально. Кстати, мы походу можем эмблемы менять, это интересно. Буря. То есть где-то есть еще, видите, буря происходит. Канал Афекия. О, здесь все как-то выжжено, ребята. Смотрите. Какая-то выжженная земля. Вулканическая, наверное, порода. Так, у нас надо еды поддобавить, я так понимаю. Давайте Эля добавим. Так. Еды добавим. Такая прям длинная гряда. А если на нас здесь кто-то нападет, будет плохо. Интересно, здесь вообще вниз можно спуститься? Или мы сейчас просто тратим время? Вот запрейнт какой-то, мы пока его еще не видели. Двое матросов затеяли спор на палубе. Шум с палубы бесцеремонно прерывает вашу медитацию. Узнать, что там за шум. Вы откладываете все на потом и выходите на палубу. Большая часть команды выстроилась в круг в центре корабля, подбадривая криками пару матросов. Дерутся? Люблю хорошие семейные драки. Зрители стоят на цыпочке, чтобы лучше видеть. Серафян тихо посмеивается себе под нос. Биодул хмурится и, завидев вас, подает знак собравшимся. Просим прощения, что отвлекли, капитан. Кажется, Щитупек и Ора Безумная хотят выяснить отношения. Не поделили койки, да еще Ора Безумная храпит, как ступа Ондры. Подойти к зевакам. Вы проталкиваетесь через толпу, пропахшую потом и морской водой. «Хочешь тоже посмотреть, капитан?» – спрашивает Освальд. «Ставку сделаешь? Я ставлю на страшилу. Попробую угадать, кто это из них». Матрос довольно смеется над собственной шуткой. Так, кулаки сегодня попридержим, а я раздам всем дополнительную порцию грога. Моряки радостно кричат, протесты драчунов тонут в общем шуме. Биодул распечатывает запасы, чтобы приободрить команду. Еще до того, как вы уходите в свою каюту, кто-то запевает веселую песню. Интересные такие, я бы сказал, эвент, наверное, события, да? Пепельное чрево. Так, вот туда я не хочу, там, кажется, буря. Ребята, мы с вами сегодня прям путешествуем так конкретно по морю. Потому что мы просто не можем выйти вот туда. Он будет
Возвращаться, интересно? Да, походу буду возвращаться. Обломки корабля. Опаленная долина, старое поле боя. По краешку бури пройдем. Что-то какая-то странная буря, я что-то не хочу туда идти, ребят. Может, нам пока туда нельзя? Кратунус. Такого мы еще не знаем. Кто-то стучится в вашу каюту опять. Вы сидите на нижней палубе с кружкой Эля среди матросов, наблюдая за карточной игрой. Вдруг к вам подходит компания моряков, явно перебравших с выпивкой, зато набравшихся смелости. «Привет, капитан!» — кланяется ваймый Куик, стянув шапочку. «Мы с товарищами заметили, что в путешествии у тебя скопилась изрядная сумма. Живые земли — твоя родина, верно? Значит, ты вряд ли знаешь моряцкий кодекс. На море принято делиться всем поровну, но более поровну, чем делится на суше. Мы делим доходы от грабежа, торговли и приключений». А нельзя кого-то использовать, да? Ну, ладно, вы дадим премию. Вы раздумайте, сколько им дать. Дать 2000 меди. Что ж, вот. Тогда вот вам немного на карманные расходы. Теперь за работу. Это очень щедрый капитан. И Куик принимает кошу с серебром и касается края шляпы в знак благодарности. Я прослежу, чтобы каждый получил свою долю. Взяли, просто с меня бабло сняли. Ну ладно, пока пускай будет так, там посмотрим. Я так понимаю, что вот эта вот буря, она не просто буря, ребят, которая наверху. На Мотаро Козе, кстати, нам тоже надо будет, но я хочу все-таки этого Вина найти. Не понимаю, где он может быть. Что вот здесь? Опять матросы спор затеяли. Корабль тихо покачивается на волнах, в синее море простирается до самого горизонта. Но ваше внимание привлекают громкие голоса, спорящие на палубе. «До половины этих рыбин брюхом вверх плавала!» — кричит Иквик. «Лучше выбросить весь улов, чем потом команда будет брюхом маяться!» «Когда мы их вытаскивали, все были живы», — горячился Ваница, тыча пальцем в груду рыбы на досках палубы. «Конечно, они подохли, когда мы вытянули их из воды. Это же рыба!» Проверить рыбу на признаки болезни. Успех. У некоторых рыбин чешуя потеряла цвет, а брюхо раздулось. Очевидные признаки болезни. Такой еды команда может заболеть. Куик глядит на товарища и говорит, ухмыляясь. Вот так вот, Ваница. Из-за тебя вся команда из горюна бы не вылезала. Выбросить рыбу за борт. Я не стану рисковать здоровьем команды. «Мудрое решение, капитан!» — радостно кивает и Куик. Матросы поднимают бочку и высыпают рыбу за борт в море. Так, это кто? Камелом Раду. Он вроде нас не трогает.
Странно, почему этого Винса нет? Ну ладно, поплыли сюда. Хотя, в принципе, нам бы уже припасы бы восполнить, так кажется. Как у нас там по идее и по всему остальному? Вода есть. Птица, галеты есть еще. Гроб. Кашкотар. Ну, не намного осталось, вот это, наверное, будет последняя. Вот. Вот. 7-го уровня какой-то. Ну ладно, давайте повоюем. Хотя, вообще зачем я так сделал? Мы пытаемся просто уйти сейчас. Посмотрим, возможно это вообще. Да, возможно. Так, вон этот онт. А чего у нас с боевым духом так все плохо? Бунтарство. Так, это мне не очень нравится. Ладно, давайте-ка им сейчас накинем чего-то хорошего. Ром. Моряцкая каша. Так, вот здесь можно немножко подсобрать все. Вин, отлично. Вот и он. Ну что ж, повоюем. Я предлагаю прямо сейчас сразу на абордаж брать. Бег указывает так, ну здесь понятно все. Идет на абордаж. Так, 26 единиц урона корпус, 12 парусов. Непокорно получает 2 урона команды. Ну ладно, поехали.
Как помню, в прошлый раз все довольно просто обходилось с абордажем. Ну, просто пробивать корпуса по 120 это довольно-таки проблематично, когда у нас всего 40. Надо будет изучать, как можно корпус прокачать, или может купить новый корабль. Еще и дождь. Ну, вообще замечательно. Ну, пока вроде неплохо идет. Сам визрак остался, и то его уже почти нет. Боевой дух получен 6, Освальд получает треснувшая кость, Чутупек получает поджаренная шкура. Паш получает 720 опыта, опыт на море, ранги. Так, давайте посмотрим, что у нас тут интересно. Пластинчатый доспех отличного качества. Несколько бутылок. Эмблема принципе. Паруса из шелка визрака. Плюс 5 состояние парусов. Ром. Так, давайте посмотрим на эти паруса. Так, льняные паруса. Плюс 5 состояние парусов. Вот. Тоже другое дело. То есть получается с кораблей можно и какие-то припасы собирать, точнее улучшения. Вот у нас есть еще урон 10-13. Урон 6-9. О, кстати, так смотрите, у нас тут есть какие-то две пушки, которые хорошие. Так, одну пушку поставили. Вторую поставили. Вот так вот. Здесь 6-9, 6-9, 6-9. 4-7 есть. Здесь вот перезарядка 4 хода, конечно. 200-500, 0-250. А, ну в принципе вот как раз и норм. Будем так и воевать. Так, раненая команда не поправляется. Освальд, Чутупек. Давайте их сейчас посадим отдыхать. Освальд. Чутупек, Чутупек.
Палубный матрос. Все. Отлично. Так, ну что ж, ребят, я думаю, что на этом мы с вами и закончим, потому что время уже у нас, к сожалению, подошло к концу. Вот, в принципе, сегодня мы неплохо потрудились. Вот. Мы поплавали знатно. Вот. Теперь мы знаем, что будет, если находиться долго в море, да. Что начинают там спорить матросы, все такое. Боевой дух еще вот у нас 36. Вот. Увидим, как это будет меняться дальше. В принципе, мне все больше и больше начинает нравиться морская составляющая этой игры. Ну, на сегодня это все. С вами был Элиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео. До следующей встречи.